Всем привет! Сегодня мы будем вот эту стену из пеноблоков и гипсовых плит обшивать гипсокартоном. Обшивка будет двуслойная на каркасе из профилей. Плюс к этому во втором слое, во внешнем, у нас будут теневые швы из профиля. Так у нас по дизайну написано. Для начала мы сделаем разметку по потолку, по полу, по левой стене и по торцу справа. Выставляем осипостроитель под 90 градусов к той стене, что слева, потому что она уже штукатуренная, а нам нужно сделать правильную геометрию. Вот такую стенку нам надо собрать. В смысле, уже собрали, раз вы ее видите. Дизайнерские проекты – это обычно дорого, но есть хороший способ сэкономить. Покупать выгодно вам поможет кэшбэк-карта от Райффайзенбанка. Минимальный кэшбэк 1,5% и до 30% в магазинах-партнерах. Бесплатное обслуживание на весь срок действия карты. При заказе кэшбэк-карты Райффайзенбанка бесплатная доставка курьером прямо вам в руки. Первый кэшбэк на покупку от 500 рублей по карте с промокодом составит 500 рублей. Заказывайте прямо сейчас кэшбэк-карту Райффайзенбанка по ссылке в описании. Итак, возвращаемся обратно, так чтобы вы ощутили контраст, и продолжаем разметку для профиля. Наш осипостроитель мы не можем подвинуть к стене так близко, насколько это нужно, потому что у него нет боковой линзы. Поэтому приходится брать от красной линии расстояние по рулетке. Это для пола, потолка и левой стены. А с правым торцом у нас другая история. Здесь мы отступаем от плоскости примыкающей стены внутрь 3 см. 3 см это 2 слоя гипсокартона, каждый по 12,5 мм, плюс где-то полсантиметра на штукатурку. Верхний периметр у нас постоянно прерывается гофрами, которые крепятся на клипсы. И некоторые клипсы нам придется отсоединить, то есть вообще убрать их с потолка. По той же причине на потолке у нас будут отдельные отметки, а на стене и на полу линии, отбитые синькой. Вот она, готовая разметка для профиля. Способ же крепления самого профиля будет у нас разный, потому что стену мы можем сверлить, потолок можем сверлить, а пол сверлить нельзя. Здесь будут профиля на закладных. К стене и потолку мы присверлились обычными пластиковыми дюбелями с бортиком размером 6 на 40. А на полу профиль просто лежит. Он никуда не может уйти с линии разметки, потому что прикручен к закладным. А закладные, в свою очередь, прикручены к стене. Для закладных мы использовали профиль CD, то есть потолочный профиль. Это куски длиной примерно 15 см с одной срезанной стороной, так чтобы плоскость не торчала за линию разметки. В принципе, основной периметр у нас есть. То есть вверх, низ, левая сторона и правая по стене. Справа нужно еще поставить угловой профиль и сделать откос. На данный момент мы можем расставлять вертикальные профиля. А вот тут не все так просто, потому что стена это с сюрпризом. На ней есть теневые швы. То есть обшивка будет в 2 слоя. И во втором слое есть прорези. В проекте показано положение прорези и расстояние между ними. Итак, основные профиля мы раскидали. То есть 8 профилей у нас стоят по центру прорезей. Есть еще дополнительные профиля. Они заполняют место между профилями, которые стоят точно на прорезях. Начиная вот с этого места, у нас каждый профиль расположен по дизайну. Дополнительно к этому у нас будут еще и горизонтальные перемычки в некоторых местах с шагом по высоте 40 см. Это будет чуть позже, а пока мы установим угловой профиль. Собираем откос с правой стороны стенки. Здесь у нас вертикальный профиль угловой входит в настенный, поэтому мы их просто скручиваем между собой саморезами по металлу.
Для того, чтобы все было строго вертикально, контролируем положение профиля с помощью лазера и линейки. После этого можно будет закончить периметр из направляющих сверху и зашить откос сбоку гипсокартоном. Пока в один слой. У нас появился угол. Благодаря ему мы можем сверху добить периметр и переместить вертикальный профиль в нужное положение, там, где он должен быть по чертежу. Затем по профилям отбиваем линии для подвесов. Всего у нас будет 3 ряда креплений. В общем, по-быстрому все засверлили, но в некоторых местах нам пришлось использовать самодельные крепления. Так получилось из-за того, что стандартные подвесы попадали бы на трубу кондиционера. Это импровизированное крепление изготовлено также из отрезка потолочного профиля и благодаря своей форме имеет довольно хорошую жесткость, хотя и закреплено где-то сбоку от профиля. Нам остается только все профиля на этой стене выровнять в одну плоскость и закрепить их на подвесах. Для выравнивания мы обычно используем крепкую полиамидную нить, которая протягивается через 2 самореза. Здесь видно, что натянутая нить просто намотана на шляпку, и благодаря перехлесту витков она не ослабевает. С другой стороны, нить накинута петелькой на саморез, который вкручен в направляющий профиль на стене. Здесь уже саморез по металлу, и закручивать его нужно определенным образом. То есть так, чтобы между шляпкой и профилем осталось бы некоторое расстояние. Где-то миллиметр, полмиллиметра. Это для того, чтобы накинуть туда петлю. Затягивать саморез до конца не надо, иначе он своей резьбой порежет нить. Затем все профиля надо удалить от нити, так, чтобы они ее не касались. Это делается с помощью обычных 25-х саморезов, которые вставлены в отверстие подвеса. Зазора в несколько миллиметров вполне достаточно. Также проверяем, чтобы нить не касались всякие провода, трубки и тому подобное. Теперь надо под эту плоскость, которую дает натянутая нить, вытянуть и закрепить профиля. Для этого вертикальные стойки по одной штуке освобождаем и фиксируем на подвесах с равномерным зазором, где-то полмиллиметра или даже меньше. То есть на просвет это прекрасно видно. Здесь главное соблюсти одно условие. Например, это профиль, снизу у нас натянутая нить. Так вот, зазор справа и слева по концам профиля должен быть одинаковый. При этом мало того, что зазор должен быть равномерный на одном профиле, он должен быть еще и одинаковый на просвет на соседних профилях. Просвет в полмиллиметра – это как раз то, что надо. Если вы закрепите профиль с неравномерным зазором, то и обшивка у вас получится неровной, потому что металл профиля со временем развернет гипсокартон под себя. Один ряд выровняли. Сейчас посмотрим, какой должен быть нормальный зазор на глаз. Например, на каком? На этом профиле хорошо видно. То есть зазор есть, он равномерный. Его можно и увидеть, и пощупать. Так должно быть на всех профилях. Один ряд у нас готов, выравниваем остальные 2. Итак, общая плоскость каркаса для обшивки стены готова. Устанавливаем минеральную вату. Сначала полосками под каждый профиль, потом между профилями. Чтобы вата у нас не летала везде, мы можем сразу ее закрывать гипсокартоном. То есть мы уже продумали расположение листов, их направление. Поэтому перед тем, как закрыть эту поверхность, мы поставим еще перемычки
под стык внешних листов. И после этого будем ставить первый слой. Вот готовая часть каркаса под обшивку. То есть вот эти 3 профиля с перемычками. У нас тут стенка такая многозадачная. То есть у нас, во-первых, идут вертикальные теневые швы, под них надо профиль. Потом дополнительные панели на стене, под них надо закладные. И еще и листы у нас порезанные пополам, которые надо использовать по максимуму, потому что целые листы у нас пойдут на потолок. В общем, все эти 3 момента надо как-то скомбинировать и зашить эту стену. Вот здесь у нас будут листы первого слоя вертикально до 3-го профиля. Вот так. А листы второго слоя, которые доходят до теневого шва, пойдут до 2-го профиля. Второй слой будет идти горизонтально. То есть стыковка с заводскими краями будет вот здесь и вот тут. Прикрутили первый слой и отметили на нем положение алюминиевой планки, которая должна быть точно посередине профиля. Это второй слой. Он закручен точно до первой линии разметки слева. А вот эта алюминька — это тот самый профиль, который вставляется между 2 листами. Вот так. То есть он должен быть вровень с листом. Походу на силикон его надо сажать и втапливать шпателем под плоскость стены. В общем, так дальше и продолжаем. Вата, потом перемычки под стык листов, 2 ряда, первый слой, второй слой под прорезь. В начале технология внешней обшивки была такая. Мы каждый кусок подгоняли между 2 линиями разметки. В общем, крутим все подряд. Подгоняем листики. Надоело подгонять. Ставим вату с перемычками. В общем, процесс идет. Итак, с первым слоем мы закончили. Продолжаем собирать второй с прорезями. В общем, выяснилось, что делать разметку по первому слою и потом подгонять под эту разметку каждый отдельный лист не оптимально. Получается долго и трудно добиться ровного среза снизу доверху. Поэтому мы изменим алгоритм сборки. Следующий алюминиевый профиль у нас вот в этом месте. Мы закрутим сразу 3 листа, которые длиннее и заходят за эту линию вправо сантиметров на 5 примерно. Листы мы прихватим основательно и сразу по ним сделаем разметку для линии среза. Потом прорезаем ножом по рейке или по профилю, прорезаем ножом второй слой на половину его толщины. Потом каждый отдельный лист откручиваем, дорезаем его до конца, шлифуем и прикручиваем на место. Вот, прихватили 3 листа. С левой стороны у них идеально ровные заводские торцы, и они равномерно прилегают к алюминию. По правой стороне у нас отмечено на потолке и на полу положение профиля внутри обшивки. Делаем разметку, отбиваем линию и по этой линии срезаем гипсокартон. То есть, но не прорезаем его до конца, а где-то до середины глубины. Обновленная технология работает. И линия среза получается практически идеальной, сверху донизу. Переставляем алюминиевую планку на новый стык. И продолжаем дальше закручиваться. Вот с этого места у нас углубление будет на каждом профиле.
Здесь видна подгонка деталей в процессе. То есть закручены сразу 3 куска гипсокартона, и по ним сделана разметка. Первая линия слева – край профиля, чтобы знать, куда крутить саморезы. Вторая линия – линия среза. Закрутили последние полоски гипсокартона. И дополнительный слой на торец угла. В принципе, обшивка стены с углублениями под сантиметровый П-образный алюминиевый профиль у нас готова. Всего получилось 8 углублений. Сами профиля в пазах выглядят вот так. Если профиля вытащить, то будут просто пазы. Следующий этап – это отделка. На этом кадре видны не только запечатанные швы и зашпаклеванные саморезы, но и 2 дополнительных короба слева. Они служат базой для наклеивания на них деревянных панелей с боковой подсветкой. Вот они, эти панели в готовом виде. Для ленты подсветки в самой деревяшке сделано углубление, поэтому ленту сбоку не видно. Стена тоже готова. Она покрашена, и в нее вставлены 8 П-образных алюминиевых профилей, которые создают теневые швы. Алюминий покрашен в черный цвет. Остается прикрутить кондиционер и установить рамки на выключатели и подрозетники. Кстати, в интернете мы не нашли абсолютно никакой информации по монтажу подобных конструкций, так что это видео, возможно, кому-то и пригодится. На этом наш сюжет про декоративную обшивку стены заканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!